Нашел. Прости, давно не виделись. Пойдем. Раннее в сериале. Давно хотел сюда зайти. Придется ковыряться в бойлере. Вообще-то я думал все. Никаких больше выпусков. Пока не определюсь с контентом и не обзаведусь техникой, снимать для ютуба не буду. А вот уже потом, как жахну. Таким я видел свое возвращение на канал. Но, как всегда, жизнь вносит свои коррективы. Знакомо вам, вот вроде есть идеи, мысли, планы, но параллельно есть и много неувязочек да нестыковочек, из-за которых свои хотелки не получается воплотить в жизнь. Однако есть понимание, что если ждать все эти стыковочки и идеальные идеальности, так можно и всю жизнь прождать. Жизнь, которая пронесется мимо еще и на большущей скорости, а ты, как тот премудрый пескарь, прощелкаешь все это в 4 стенах своей уютной норки. Не, идеальности не бывает, а сидеть ждать ее, вообще не выход. Как быть? Надо делать то, что нравится. Я пришел к тому, что буду снимать, буду делать то, что нравится, а там будь как будет. Не представляю, конечно, нафиг это кому-то надо, кроме меня, но придется создавать идеальность из того, что имею. Кто смотрел предыдущие выпуски, тот помнит. Я решил взять тайм-аут. Надо сменить обстановку и взглянуть на все со стороны. Хорошая практика в таких случаях. Раньше мне это шло на пользу. Продолжать как прежде не вижу смысла. В общем, к чему это я? Была мысль уехать, сменить картинку и вернуться с новыми идеями, с новым контентом. Самое время поставить точки над «е». Люди встречают, пишут, удивляются типа: «О, а мы думали, вы уехали». Не получилось уехать по ряду причин. Сначала бытовые моменты решал, потом еще что-то, а там уже и смена сезонов. Куда хотел поехать, вроде как и смысл пропал. В общем, картинку сменить не случилось. Как и выработать стратегический план для ютуба. В общем, с выбором ниши не срослось. Когда есть крутецкие планы, но нет понимания, как их достичь, еще та ситуевина. Появляется постоянно гнетущее ощущение опустошенности. Потенциал не реализован, и тебя накрывает. Ты раздавлен, и под всем этим соусом ничего не делается. Хотя ты продолжаешь крутить свои мысли, тараканы в твоей голове резвятся, пищи достаточно, и чем больше им пищи, чем больше ты ищешь решения, тем цель твоя кажется все более недостижимой. Знакомо, не так ли? Я пересмотрел неимоверное количество разнообразного контента в ютубе, думал, анализировал, кто как подает материал, кто как снимает. И чем больше становилась моя насмотренность, тем больше возрастал мой перфекционизм. Я реально был просто раздавлен тем, что мои идеи вдребезги разбиваются о какую-то невидимую стену отсутствия элементарных средств и возможностей. И часто из-за отсутствия какой-нибудь маленькой, но очень необходимой детали. Не могу сказать, что это прошло. До сих пор идет внутренняя борьба, но в какой-то момент я понял, что само по себе, если сидеть и ждать благоприятного момента, ничего не предпринимать, не совершать каких-либо действий, само по себе ничего не решится и в жизни ничего не поменяется. Вспомнилась элементарная закономерность, степ-бай-степ. Когда маленький шажок каждый день в направлении своей цели приближает тебя к желаемому. И что удивительно, когда ты движешься, попутно находятся и средства, и возможности. Так ведь? Замечали? А весь фокус в том, что ты уже не там, где был раньше, не на нулевой отметке. Ты уже на много шагов вперед.
Ты сильнее и круче себя того, который сидел и ждал. Вот в чем кайф. А потому я решил продолжить снимать видео, попутно, шаг за шагом, буду стараться стыковать все эти нестыковочки, превращая их в стыковочки. Да и не могу я не снимать. Начинается какой-то зуд, неусидка. Короче, делаю и будь что будет. А то и банистерия какая-то получается. Синдром отложенной жизни, как сейчас говорят эти все умные коучи и психологи. Ох уж эти психологи. Знали бы они, что творится в моей башке. Точно заплакали бы и побежали к себе на прием. В голове моей прокручивается столько сценариев. Вы даже не представляете, сколько там роликов я наснимал за все это время. Но что меня озадачивает, это то, что они все в разных направлениях. Как быть, если мне многое нравится, и это многое в разных областях? Ютубу вот это вот точно не нравится. Алгоритм Ютуба прямолинеен и однобок. Если ты распыляешься, он сразу бьет по рукам. Ну или не бьет. Еще хуже. Он тебя игнорит, просто не замечает. YouTube любит тематичность, то есть четко выбранное направление. Понимаете, это как если ты снимаешь курс кройки и шитья, в поход под парусом тебе уже не пойти. Твой зритель тебя не поймет. Он от тебя открестится. Зритель не будет смотреть то, что ему не интересно. Он ведь зашел на канал ради кройки и шитья и ждет именно этого. А ты приперся тут со своими парусами. Кому ты нужен? Сразу кнопка выкол. Шаг в сторону, вправо-влево, и все. Твои постоянные зрители от тебя отказались. Просмотров нет. Алгоритм считал информацию как канал твой полный отстой. В результате никому он тебя не показывает, и твои видео никому не видны. А между тем ты сидел, пыхтел, сутки напролет, старался, жертвовал своим временем, которое мог бы провести с семьей, но нет. Ты старался собрать хорошее видео. Ведь правда, хочется сделать так, чтобы это было интересно смотреть. А YouTube взял и решил иначе. И надо понимать, в это же время где-то сидят люди, которые жаждут парусов, горят походами и с удовольствием бы посмотрели твои видео, но нет. До них твой канал не дойдет. YouTube им этого не покажет. Ты не видим, просто потому, что алгоритм не понимает, что ты делаешь и кому тебя показывать. Он знает тебя как курс кройки и шитья. Любителям этого он тебя и предлагает в просмотры. Все логично. В результате твои закройщики тебя не смотрят, потому что ты пришел с другой темой, а другим ты не виден, потому что YouTube не понимает, что с тобой делать. Вот такой он, YouTube, властелин однобокого мира. Сильно не разбежишься. Как в этой ситуации быть, вообще непонятно. Людям, у кого интересы разнообразны, что делать? Не создавать же по каждой теме новый канал. Хотя, почему нет? Так делают. И, наверное, это правильно. Другое дело, что это реально только при условии, когда на тебя работает целая команда. Ты можешь всем платить, и дело поставлено на поток. Здесь, конечно, уже не вопрос души, это больше про бизнес и бабло. А ты сидишь один, жнец и дудец, ты снимаешь, сочиняешь, монтируешь, все делаешь сам. На ведение нескольких каналов тебе физически не хватит ни сил, ни времени, ни средств, ничего. Ты не сможешь распыляться и заниматься всем этим одновременно. Слишком объемная многозадачность. И вот, проанализировав все это, я решил забить на условности и просто жить своей жизнью. Что буду считать нужным, то и буду показывать. Сегодня на природе у костра, завтра кто его знает. Может, в кругосветку отправлюсь. А может, дом строить начну. Как знать. Но если вы со мной, то вперед. Кому интересно оставаться на плаву, нам по пути. Кнопка подписка, ну вы знаете. Нашел друга по дороге. Хороший. Сначала подошел, я его погладил, сейчас прям упал. Упал, говорит, гладь меня, гладь, да? Красавчик такой. Вот так вот. Да, и знаете вот еще что. Самое главное, что я понял, окунувшись в мир Ютуба, есть одна важная деталь, о которой непонятно, почему все молчат. Никто, ни один блогер, никто из тех, кто снимает про успешный успех на Ютубе и учит, как снимать, что снимать, на что снимать, когда и сколько выгружать, никто почему-то не рассказывает главного. Простой, но важный ингредиент, без которого успех в Ютубе невозможен. И сейчас открою вам страшную тайну, благодаря которой, если вы делаете видео, вас будут смотреть 100%. Приготовились? Получайте. Одно простое, но важное слово. История. История. Про эту деталюшечку и, казалось бы, невзрачный секрет почему-то все молчат. А между тем без истории. Да вы не нужны.
даже если снимаете зрелищно и хорошо монтируете. И напротив, YouTube знает много примеров мега плохой съемки, но с историей. И канал взлетает стремительно просто. История – это очень важный ингредиент. YouTube уже переполнен лишь бы снимающими. Я поела, я поспала, я покакала, нюхала, забыла, о чем хотела рассказать. Нет истории, нет интереса. Нет просмотров, подписчиков, ничего нет. Канал мертв. Зритель должен хотеть вас наблюдать и ждать продолжения. Что же будет дальше? А совсем мегаточное, беспроигрышное супер попадание – это когда история даст яркой вспышкой, некой изюминкой, таким эффектом вау. Нечто такое, что побудит зрителя обсудить со своими друзьями, знакомыми, и он начинает делиться, пересылать ваши видео. Это, конечно, верх мастерства, это совершенство. У кого-то это удача, у кого-то долгий и упорный труд. Как бы то ни было, основная задача – спровоцировать интерес. Заинтересовать человека, чтобы хотелось подписаться и ждать продолжения. А это история. У меня вот четкой истории пока нет, буду честен. Только фрагменты. Если кто-то и подписался на мой канал, наверное, из интереса, в какую сторону меня забросит завтра. Что я в следующий раз покажу. Наверное, так, но это не точно. Мне нравится создавать. Есть мысли, возможно, скоро что-то и прорисуется. Но пока, вот как сегодня. Для меня самого стало неожиданностью, и что-то я конкретно разговорился. Таких выпусков у меня еще не было на канале. Хотел вообще о другом поговорить, но вышло как вышло. Остапа понесло. Понеслись мысли вслух да вскачь. Давно хотел это сделать. Вообще я бы посоветовал всем, снимайте видео. И неважно как, получается или не получается, это классная тема. Даже если YouTube не заметит и не будет у вас много просмотров, зато будет история. Ваша история, история вашей семьи или тех, про кого, про что вы снимаете, рассказываете. Так собирается лично ваш альбом. Про что бы вы ни снимали. Альбом, который со временем будет просто интересно полистать. Альбом вашего развития. Ведь чтобы что-то снимать, вы задействуете свой креатив. Оттого ваша жизнь становится более насыщенной и разнообразной. Пусть алгоритмы YouTube однобокие, это одно, а ваша жизнь это другое. Ваша жизнь важнее. Жизнь она разная, она не может быть однобокой. Так что снимайте, друзья, видосы, делайте свою историю и оставайтесь на плаву всегда. Ну что, дружище, пока. Пойду я дальше. Давай, спасибо тебе, друг, за компанию. Давай, будь здоров. Я пошел дальше. Оставайся на плаву всегда, что бы ни случилось в пути. Ветер, шторм или тишина, ты продолжай, не упади.